Хорошо. Держи шапку. Нет, не держи. Держи. А, то есть меня снимают? Саш, звук хорошо слышно? Так. Все. Великолепно. Так, где мой первый ряд? Первый ряд. Сейчас Первый ряд вот будет здесь. Андрей покажет. Зато в Петербурге есть государственный Эрмитаж. Ой, первый ряд. А у вас этого третьего звонка нет? Третьего звонка нет. Мы Уважаемые телезрители, подключите свои мобильные телефоны или перейдите в виброрежимы. Спасибо. Ну что, еще 5 минут подождем, да? О, надо. Что? Надо начать, я думаю. Дорогие друзья, третий звонок. Начало вечера аплодисментами. Я, наверное, должен объясниться, что за вообще тут у нас мероприятие такое происходит. Меня зовут Альберт Веденеев. Таких людей, как я, называют режопер. То есть это режиссер и оператор. Он же режмонт, да, то есть режиссер монтажа. Год назад, в июне, я начал снимать историю про своего друга Мишу, с которым я был давно знаком, много лет. И совершенно случайно я узнал, что он болеет рассеянным склерозом. И для меня это был шок, потому что он это никак не показывал. И я подумал, что надо про него снять историю. Из меня актер как из говна пулями. Ну вот. Высохнет, можно стрельнуть. Вот, когда я стал в эту тему погружаться, я понял, что эта история должна обрасти новыми героями. И в августе я их начал искать в одном известном сообществе под названием «Розовый слон» ВК. Вот, и таким образом у нас появился фильм на 1:12 из 7 историй, 7 различных героев. Вот. На самом деле я бы хотел поздравить Алексея Мазурова с успешной реабилитацией и с отличными показателями МРТ, которые он недавно сделал. Я, конечно, волнуюсь, но на самом деле состояние такое примерно как перед марафоном, когда у тебя уже позади 50 недель тренировок, и если ты хорошо тренировался, да, то результат должен быть хороший. Вот. И какой будет результат, вам сейчас предстоит это все узнать, увидеть. Вот. Долгие вступительные речи делать не хочется, скажу только, что материала было снято очень много. Я купил для этого отдельный жесткий диск, там порядка 1,5 терабайт. Вот с каждым было снято довольно много и интервью, и каких-то других историй. И, в общем, вот что получилось, то получилось. Вот. Я также не люблю, когда очень длинное вступление перед показом, надо быстрее показывать фильм, и все основные титры, все упоминания будут в конце фильма. Вначале все будет очень быстренько, мы сразу начнем смотреть. Я думаю, что мы можем начинать. Да? Клевая хлопушка, где взял? Ну, проще как-то отнеслись.
Понятное дело, когда именно я лежала в больнице, и мне было плохо и одиноко, все меня поддерживали, и друзья даже приходили и навещали меня в больницу. Открой рот! Открой рот! Открой рот! На самом деле вам надо хлопать. У меня как бы особого плана не было, ну, что говорить. Я думаю, что каждый захочет что-то сказать. Я надеюсь, кто-то что-то хочет сказать, ну, какое-то свое мнение. Вот. Я вот решил, знаете, что сделать на память? У меня есть таких, напечатал 10 постеров, один вот висит на входе, 7 героев, мы на них, вот я хочу предложить тем, кто здесь пришел, вот, вам 5, оставить автографы, каждому вам будет на память. Плюс 2 я отправлю, один уедет в Новосибирск Саше, а другой уедет Долгопрудный Миша. А? У Саши как дела сейчас? У кого? Сейчас у Саши как дела? Всем привет. К сожалению, не смог побывать на премьере фильма. Сейчас нахожусь в Новосибирске. Ну, это вообще мой родной город. Я как бы в Питере-то оказался, можно сказать, совершенно случайно перед началом работы над фильмом. Вот, приехал туда за получением терапии рассеянного склероза. Вот, в Новосибирске тут мне отказали и пришлось, собственно, переезжать. Вот, сейчас приехал, ну, собственно, повидать родных, и полгода пройдет, к Новому году на следующую капельницу назад в Питер, ну, а дальше посмотрим. Сейчас сложно что-то загадывать на будущее, поглядим. Вот, ну, а за это время выпустил 4-ю часть своего приложения. Сейчас идет работа над 5-м, оно в разработке, надеюсь, все пройдет хорошо, надеюсь, Google не заблокирует к тому моменту. Вот, также выпустил аудиокнигу, аудиоверсию своей книги, своего романа, записал сам голос и сделал такую небольшую благотворительную акцию. Все деньги, полученные с продажи, со стриминга книги, направил на благотворительный проект. Есть такой фонд помощи, называется «Дари еду», предоставляет помощь всем нуждающимся, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Вот, и когда переводил деньги, как раз там можно переводить в общем фонд, а можно конкретным людям. Вот, и там увидел человек, тоже больным рассеянным склерозом. Вот, но у него сложная ситуация, он на коляске по квартире передвигается один, совсем там у него плохо все, в общем, надеюсь, деньги эти помогут. Вот, ну а так, что еще могу сказать, жизнь продолжается. Да, еще считаю важным сказать, там, из фильма, возможно, непонятно, все, что я умею и чего я достиг, это я получил после начала заболевания и после освобождения. Вот, то есть человек способен на многое, и на момент даже может показаться, что на невозможное. То есть вот мне бы кто-нибудь в 18 лет сказал бы, что ты через пару лет будешь сидеть в тюрьме и будешь инвалидом, да я бы его послал бы сразу далеко. Вот. Или перед освобождением мне бы кто-нибудь сказал, что там, через пару лет ты будешь зарабатывать своим творчеством, и твои проекты будут играть на мобильных телефонах по всему миру. Я бы сказал, чего? Играть на мобильных телефонах по всему миру? Что, мои проекты, как? Что ты такое несешь? Вот, так что вперед! Вам спасибо, маэстро. Почему вам сразу? Очень хорошо, очень понравилось. Очень было приятно слушать всех. Абсолютно очень интересно.
И я прям получила очень большое удовольствие от того, что я все посмотрела. И действительно, обычно фильмы про рассеянный склероз, они очень часто какие-то сильно депрессивные, то есть прям вот максимально прям вот тлен и пустота, и не будет больше никогда в жизни ничего хорошего. А здесь мы наконец-то получили, мне кажется, это первый фильм про рассеянный склероз, который вдохновляет, в котором есть надежда. Вот. Ну, мне повезло больше, чем вам. Я вижу этот фильм во второй раз. Спасибо, Альберт. Вот, потому что я просила согласовать со мной мои реплики, поэтому я его уже увидела. Когда я посмотрела, я сказала Альберту: Альберт, это лучший фильм о рассеянном склерозе. Документальный фильм, конечно. Вот, поэтому спасибо большое. А можно снять еще? У нас людей много хороших. На самом деле я это больше снимал для себя, как мотивацию. И этот фильм я больше рассчитывал, что он будет сделан для людей, кто не знает, что такое рассеянный склероз, то есть для обычных здоровых людей, чтобы они лишний раз не распускали сопли, как я это могу сделать, как и любой творческий человек. Вот. И это такой фильм «Порыв души», вот, на самом деле. Ну, я его снимал за свои деньги, так же, как я арендовал этот зал. Вот. Поэтому спасибо, что вы пришли. Вот. И вы все большие молодцы. Да, я, пожалуй, люблю эффектные жесты. Ну так вот, я, конечно, понимаю, что я должен говорить, прошу прощения, совершенно случайно. Это не просто телефонный звонок. 8:00 по Москве. Уже 8 лет в этот день, в этот час я желаю людям счастья. Это акция, к которой я присоединился. Акция «Пожелай счастья ближнему». Дорогие друзья, будьте счастливы. Так вот, теперь о фильме. Он произвел сильное впечатление, и, честно говоря, у меня были надежды, что вот теперь люди будут узнавать о том, что это такое, что такое рассеянный склероз, как построено заболевание, чем оно вызвано, как оно изучено, какие есть перспективы. Слушайте, это не важно. Google в помощь. А по итогам фильма, мне кажется, что самое важное, что мы сейчас узнали, мы сумели почувствовать, что каждый из нас, конечно, боится, что каждый из нас, конечно, переживает, что каждый из нас, конечно, верит. И это позволили увидеть всем. Спасибо. Можно еще по поводу Леши в фильме? Вы знаете, когда вот я смотрела первый раз этот фильм, я отхохоталась, честно говоря. Причем хохотала я в основном на репликах от Алексея, да. Ну вы согласитесь, да, со мной, что он очень смешно, доступно и живо вообще это все представляет. Я комичен. Вот, поэтому... Обратите внимание, я вот так вот могу 50 метров протопать. Теперь. Мне нравится в этом фильме, знаете что вот он живой, то есть как бы вот его интересно смотреть, то есть там нет такого, что вот я там заболел тогда-то, потом у меня было то-то, и вот так про одного человека минут 5, слушайте, ну скучно, честно. А тут у нас одно другое, и знаете, мне еще что понравилось, мне еще понравились переходы такие, когда вот я, допустим, вот говорю цитату, а ее продолжает Валерия. Вот это вообще был эффектный такой момент. Да, и еще знаете что? Мне очень понравились моменты, когда Альберт попытался воспроизвести наши ощущения при диагнозе. Марина, а стихи твои? Да. Ну, и книжка моя вот эта в руках была. У меня 4 книги. И одна монография по качеству жизни больных рассеянным склерозом. Я закончила Мечникова, магистратуру. Я очень хотел, чтобы в фильме звучала виолончель, потому что вот есть у меня друг Юлия Молчанова, где вот я вижу, да, виолончелистка.
И она мне подсказала, что, говорит, ты знаешь, ведь есть же Жаклин Дюпре, виолончелистка, которая бывает одна на сотню. И она как раз болела рассеянным склерозом и умерла в довольно молодом возрасте. Поэтому я очень хотел, чтобы была виолончель, и там играет виолончель, Элгар, как ты и советовала. И в том числе там есть авторская музыка, тоже питерской виолончелистки Елены Т. И она прислала мне сообщение, что не сможет прийти на премьеру, но она скажет, что она будет со всеми с нами здесь присутствовать. Вот, а можно я два слова скажу? А я не буду вставать, если можно. Ну, я, конечно, восхищена этим фильмом, восхищена вами всеми. И действительно, вы знаете, фильм получился жизнеутверждающий, и он наполняет эти силы энергии. Вот это, мне кажется, самое главное. И я хочу сказать доброе слово Алику, потому что год назад, когда все начиналось, он мне рассказывал с горящими глазами о том, что он собирается снимать. Это было одно. И вот сейчас видеть, как этот творческий огонь воплотился в такой прекрасный фильм, это всегда приятно, когда ты видишь путь и результат. Я тебя поздравляю, это прекрасная работа, и мне... Это все, ребята, это не я. Нет, это все вместе. Это все вместе. Спасибо большое, что пригласил, просто потрясающий вечер. Я знал, что он это сделает. Он первый раз, когда приехал, и мы стали с ним разговаривать, и я посмотрел в его глаза, хотел думать, что врет, но пришлось пойти. В общем, Альберт, ну, в принципе, мы все занимаемся одним делом, по большому счету. Но, во всяком случае, вот мы с тобой, не знаю, как все остальные, трем воздух и говорим о том, что... Но это банальная фраза, никогда не сдавайся, да? Но она имеет практическую задачу. Вот просто. Просто этого не нужно делать. И сегодня я посмотрел, кого ты выбрал и показал героев. Да, это все достойные люди, конечно, без сомнения. Но кроме них, все больные рассеянным склерозом бойцы, я знаю. Других нет. Просто вам повезло, что вы стали в этом фильме лицом всех остальных людей, которые на колясках, каждый по-разному, да? Спасибо тебе. Не зря я с тобой встретился. Да, и на самом деле делается много, наверное, знаешь, да, естественно, с этим рассеянным склерозом появляются новые возможности решить эту задачу. Это задача. Я себе вообще не знаю, что я здесь делаю, я не считаю себя больным рассеянным склерозом. Вот совершенно искренне. Ну ты на экране был. Я делаю, да, я просто вляпался в эту историю. Давайте мы его подъем в конце. Где-то он в какой-то розовый слон залез, там где-то что-то нашел там меня. Я не представляю, что он говорит вообще. Я пока монтировал фильм, я нашел у себя абсолютно все симптомы рассеянного склероза. Я подумал, что все, баста, надо с этим заканчивать. Вот, поэтому мы все немножко больны рассеянным склерозом. Ты знаешь, есть люди, которые тебя ненавидят. На каждом по одному автографу оставляйте. Представлюсь, я папа Марины, зовут меня Василий Андреевич, я врач, терапевт, кардиолог. Впечатление о фильме на одном дыхании. Ну, это титанический труд и результат вы все видели. О чем этот фильм? Да, о рассеянном склерозе, о больных рассеянным склерозом. О ком фильм? Он не о больных. Он о бойцах, о героях, тех людях, которые, имея такой диагноз, они не остановились, не склеили крылья, ласты, не остановились на достигнутом, они борются. И борются так, как многие здоровые не борются за свое место под солнцем, за свое место в жизни. И в этом их сила. Для кого этот фильм? Так этот фильм должны посмотреть все. И больные рассеянным склерозом, и здоровые, родственники все. И естественно, вот прежде всего, это студенты медицинских вузов,
и даже выпускники, интерны и ординаторы, вот, и даже врачи с практикой, терапевты общей практики, врачи общей практики, терапевты, потому что вы видели в фильме, как было показано, дебют и диагноз. От 2 до 4-5 лет проходит, понимаете? То есть вроде бы известное заболевание, но его никто не знает. Это микросимптоматика, она проявляется в одном, в другом, в третьем, и диагноз только после МРТ, благо сейчас мы имеем такие возможности. А лет 25-30 назад, только на развернутой стадии, когда уже лечение позднее, ставили этот диагноз. Поэтому, да, кроме того, должны посмотреть и чиновники, с которыми приходится бороться за свое место под солнцем, за препараты современные, за возможность пройти реабилитацию. Поэтому задача пробить, как говорится, дорогу этому фильму на широкий экран и на телевидении, естественно. Ну, да, будем надеяться. Альберт, спасибо. Всем привет, наверное, меня уже узнали, да, я участник проекта. Как и год назад, я немного не брит, но за этот год произошли изменения. Всем привет! Это снова Настя, снова с рассеянным склерозом, но в данный момент мне уже не 30, а 31, уже почти 32 года. Давайте, наверное, сначала по фильму. Мне фильм очень понравился. Задеты довольно серьезные вопросы. Вот. Очень правдиво все сказано. Люди живут и будут жить. Каждый занимается своим любимым делом. Никто, заметьте, этого не бросает. Вот. Начали и вперед. Вот. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем участникам. Ребят, вы лучшие. Я со многими знаком виртуально. Хотелось бы познакомиться в реальной жизни. Ну, я думаю, все у нас еще сложится, потому что, ну, тут Москва, Питер, тут рядышком, чего тут. Вот так по карте. Про себя, про то, что изменилось за год, пока мы ждали выход нашего фильма. Что же касается того, как я провела год после съемок, съемки закончились в октябре прошлого года, ну, произошло очень много всего. Ну, что сказать, за этот год у меня произошло довольно много изменений. Я вышел на работу. Я работаю в строительной компании. Я стал представителем 2 компаний-производителей средств реабилитации, то бишь инвалидных колясок. Если у вас будут вопросы по активным коляскам, обращайтесь, расскажу, покажу, некоторым дам попробовать, обучу ездить, так как сам в реабилитационном центре с января месяца я обучился. Что касается работы, да, надо отметить сначала. Ну вот в ноябре месяце прошлого года меня выбрали на конференции Всероссийской общественной организации вице-президентом этой организации по работе с регионами на 5 лет. Так что теперь я вице-президент, а не только президент опоры М. Ну и в этом свете я, значит, участвую в проекте ОИБРС, который поддержан фондом президентских грантов. Также я участвую в 2 частях проекта Всероссийского союза пациентов, иногда даже в 3-й части. Сейчас очень хороший проект Всероссийский союз пациентов выиграл. Вот, стараемся помогать людям также. Планы у меня большие. Я развожусь и сама приняла это решение, потому что, ну, по фильму, если посмотреть внимательно, можно немножечко проследить такую цепочку, что я работаю, у меня маленький ребенок, а муж мне, ну, помогает. Но помогал он мне совершенно недостаточно, на самом деле, для той помощи, которая нужна мне с моментом, что у меня инвалидность, что у меня диагноз, и что у меня маленький ребенок, и что работаю я. И как бы бытовые проблемы, они никуда, естественно, не уходили.
То есть также это все нести 50/50, но при этом я должна заработать денег и так далее. Это не очень хорошо. Прям вот вообще не здорово. Поэтому, да, в данный момент я приняла решение о разводе, потому что мне с ребенком не то, что проще вдвоем, мне проще с ней, во-первых, вдвоем это да, а во-вторых, мы просто сейчас уехали к моей маме в другой город, где моя мама взяла на себя все абсолютно бытовые проблемы и очень сильно нам помогает и дает мне возможность работать. А плюс ко всему, моя маленькая девочка ходит в другом городе в частный садик, и ей там нравится, и мне он очень нравится, и моим ребенком там занимаются, поэтому, в принципе, как бы терапия какая была, такая и есть. Я 3-й год на Тизабре. Спасибо вам большое, желаю всем большой-большой удачи. Лав. Я хочу сделать спортзал, в котором люди на колясках будут учиться ездить. А также будут обучаться и сопровождающие этих людей. Ну, просто большинство не умеет ездить. Мне удалось немножко попутешествовать за этот год. Я побывала в Тюмени, где открыла для себя горячие источники. Поэтому, ребят, мечтайте, живите, ничего не бойтесь. Побывала в Тобольске, где открыла для себя очень вкусную сибирскую кухню. Все будет так, как вы хотите. Хотите, будете лежать, будете сидеть. Хотите, будете булками шевелить. Побывала в Абхазии, мне удалось там побыть достаточное количество времени. Рад был всех увидеть. Всем приветы, на связи. Пока. И надеюсь, что этот фильм поможет и новичкам, и что-то для себя в нем, может быть, найдут люди с большим стажем рассеянного склероза. Поэтому я хочу всем пожелать здоровья и надеяться на лучшее.